Продолжая тему о вечно зеленых ароматных растениях, хочется рассказать еще об одном замечательном кустарнике с потрясающим запахом. Его многочисленные душистые цветочки источают стойкий аромат, сравнимый с дорогим парфюмом. Знакомьтесь, это османтус. Кроме своей декоративности, в течение долгих месяцев османтус имеет огромную ценность. Его широко применяют в разных сферах, например, кулинарии, медицине и косметологии. Но, пожалуй, наиболее дорогим продуктом считается его чистое эфирное масло, или как его называют абсолют, то есть абсолютное масло, которое используют для изготовления самой дорогой элитной парфюмерии. Но и для обычных садоводов и любителей экзотики это растение не менее привлекательное. Османтус – это вечно зеленый кустарник или дерево, принадлежащее семейству маслиновые. В Азии его называют душистой маслиной. В Китае же это дерево особенно почитают. Там даже есть специальный праздник Луны, посвященный цветению османтуса. Праздничные мероприятия длятся 3 дня и являются выходными. На Востоке с османтусом связано много красивых легенд и традиций. Известно, что у тайванцев почти каждая свадьба сопровождается оформлением его цветами. Там это растение символизирует любовь и верность. Кстати, душистые цветочные добавки османтуса среди китайцев являются самым дорогим классическим ароматизатором чая. Высушенные цветочки придают напитку запах спелых экзотических фруктов. К тому же такой чай хорошо помогает при простудных заболеваниях, успокаивая кашель и раздражение горла. Из цветов османтуса также готовят душистые ликеры, джемы и варенье. Их также часто добавляют в выпечку. Уникальные свойства османтуса были описаны еще древним врачом и ученым-философом Авиценной. В медицине используют не только цветы, но еще корни и кору. Из них готовят настои и отвары, которые помогают при нагноениях, фурункулезе и разных проблемах кожи. Высота кроны османтуса составляет от 3 до 12 метров. Если выращивать его в объемном контейнере, он не превысит 1–1,5 метров, хотя в ботанических садах и теплицах встречаются и более высокие экземпляры. Многие виды этого кустарника способны цвести практически круглый год. Если вы садовод северных регионов, вы вполне можете выращивать это ароматное растение в домашних или тепличных условиях. Поверьте, оно того стоит. Аромат цветущего османтуса распространяется даже на дальние расстояния. Будьте уверены, если вы расположите катку с этим кустарником дома или в офисе, то романтическое настроение вам гарантировано. Хотя, наверное, по этой причине рабочие кабинеты и офисы предпочитают декорировать более спокойными растениями, которые не станут отвлекать от работы. Там, где произрастает цветущий османтус, без преувеличений, просто потрясающий аромат. Создается впечатление, будто находишься в магазине дорогой элитной парфюмерии. Кстати, запах османтуса еще и заряжает энергией радости и считается хорошим депрессантом. Чувственные нотки османтуса уже давно вошли в основные компоненты элитной парфюмерии. Вы не поверите, но стоимость 1 килограмма свежесобранных цветков можно сопоставить с ценой хорошего автомобиля. Поскольку сырье дорогое, то и цена даже за маленький флакончик духов, в составе которых есть масло османтуса, весьма высокая. В основном ценный абсолют добывают из растений с золотисто-оранжевыми цветами. Благоухание цветущего османтуса очень напоминает смесь спелых экзотических фруктов. В его душистой палитре ощущается слива, абрикос и персик. Парфюмерия с ароматом османтуса вызывает у людей радость и ощущение счастья. Такие духи выпускают не только для женщин, но и мужчин. Про использование османтуса в парфюмерии можно рассказывать очень долго. Это отдельная, объемная и очень интересная тема. А наши садоводов это растение интересует еще и с декоративной стороны. Вечно зеленый османтус привлекателен своей темной глянцевой листвой. Есть также сорта и с очень эффектной варигатной окраской и характерным зубчатым краем. Молодые побеги многих видов также отличаются своими яркими оттенками. Цветочки, собранные в небольшие метельчатые соцветия, могут быть белой, золотистой, оранжевой и кремовой окраски, в зависимости от вида. Но повторю, что самым изысканным ароматом обладают растения именно с оранжевыми цветами. Чудесный аромат османтуса настолько многогранный,
что его сложно описать словами. Сочетание спелых фруктов переплетается с благоуханием разных изысканных цветов. К счастью, в наше время уже не проблема приобрести это растение для домашнего выращивания или для открытого грунта. В интернет-магазинах можно найти не только его семена, но и уже укорененные саженцы с закрытой корневой системой. Кстати, османтус хорошо размножается отводками и черенками. Садоводы южных регионов, начиная с 7-8 климатических зон, могут смело выращивать это растение в открытом грунте. Остальным же подойдет контейнерное выращивание, при котором вы сможете любоваться и наслаждаться ароматом кустарника даже в домашних условиях. Удивительно, но капризным в уходе это экзотическое растение сложно назвать. Османтус непритязательный к качеству грунта. Он также засухоустойчивый. В частом поливе этого кустарника нет необходимости, скорее наоборот. Растение предпочитает хорошее освещение. На теплый сезон катки с османтусом хорошо выставлять на открытый воздух в сад. Листву османтуса можно опрыскивать из пульверизатора или шланга с распыляющей насадкой. Только не делайте это на солнце. Крона османтуса отлично поддается стрижке. Из кустарника формируют красивые, вечно зеленые живые изгороди. И кроме всего, османтус крайне редко поражается болезнями и вредителями, по крайней мере на территории средней полосы. Если вы ценитель не только красивых, но и ароматных растений, очень советую приобрести в свою коллекцию османтус душистый. Правда, цена на саженца не дешевая, но будьте уверены, что даже самое скромное цветение этого кустарника вас впечатлит своим ароматом. Если вы житель южных регионов, начиная с 7 климатической зоны, вы можете посадить это растение в своем саду. Подберите саженцу светлое и защищенное от сквозняков место. Крону молодого растения придется на зиму утеплять, а приствольный круг высоко мульчировать. Хотя в продаже уже появились и более зимостойкие гибриды османтуса форчуна, которые выдерживают кратковременные морозы до -20 градусов. Если вы обладаете более подробной информацией и опытом выращивания этого кустарника, поделитесь, пожалуйста, своими знаниями в комментариях. Любителям экзотики, проживающим в холодных регионах, османтус лучше выращивать в помещении, в зимнем саду или в теплице. Летом этот кустарник вполне сможет украсить ваш сад, но зимовать он должен там, где не будет сильных морозов. Имейте также в виду, что вечно зеленым растениям потребуется освещение даже на холодный период покоя. И, конечно же, все подкормки на это время мы исключаем, а полив должен быть умеренным и даже редким. Располагать катку с османтусом вблизи отопительных приборов нельзя. Интересно, что этот экзот намного легче переносит похолодание и даже небольшие морозы, нежели постоянную жару. Так что в разгар лета учитывайте эти особенности растения. Чаще опрыскивайте его крону и не высаживайте на постоянном палящем солнце. Даже при несложном уходе османтус будет долгие месяцы радовать вас видом своей глянцевой листвы и потрясающим ароматом, сравнимым с самым изысканным дорогим парфюмом. А я буду всем благодарна, кто поделится своим мнением про этот великолепный кустарник. Не забывайте подписываться на наш канал. С нами вы узнаете не только о красивых и неприхотливых, но и редких растениях, которые можно выращивать в саду и домашних условиях. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч на канале Добрый сад.